Сказка «Принц Ворон», 2 глава. Прошло еще 10 лет. Королевские придворные много лет не оставляли попыток уговорить короля жениться во 2 раз. Но у них ничего не получалось. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Каждый раз король отвергал все их предложения. Поначалу так и было, но в последнее время король перестал отказываться и сам заговорил, что неплохо было бы оставить после себя наследника. Все в королевстве заговорили о том, что король изменил свое решение и хочет жениться во 2 раз. Люди на улицах передавали эту новость друг другу. Злая колдунья услышала эти разговоры и решила во что бы то ни стало выйти замуж за короля. За эти годы она научилась варить разные снадобья и готовить разные приворотные зелья. И вот король издал указ о поиске новой жены. Глашатые раструбили этот указ на все королевство. Ведьма сварила зелье, наполнила им бутылек и отправилась в лес. В этот день король со своей свитой устроили охоту. Королевские охотничьи собаки, почуяв зайца, рванули за добычей. Король пришпорил своего коня, и тот помчался вслед за собаками. Неожиданно лошадь споткнулась и сбросила короля на землю. Он упал и при падении сильно подвернул ногу и не мог подняться. Король достал свой охотничий рожок и протрубил 3 раза. Это означало, что он попал в беду и зовет на помощь. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась злая колдунья. Король увидел женщину и попросил у нее воды, чтобы утолить жажду. Ведьма охотно согласилась ему помочь, достала бутылек с зельем и напоила короля. После того, как он выпил это зелье, он тут же влюбился в эту женщину без памяти. Когда королевская свита нашла его, он пребывал в блаженстве, держал ведьму за руку и мило ей улыбался. Через месяц после этих событий король объявил, что женится на ней. Все люди в королевстве были расстроены. Они прекрасно знали эту ведьму. Она всегда делала людям разные пакости. То наведет порчу на скот, и тот умирал без причины, то на домашнюю птицу нашлет проклятие, и она переставала нести яйца и тоже умирала. Все были против этой женитьбы короля. Но колдунья кое-что сделала. Она развеяла по ветру заколдованный порошок, и люди в королевстве забыли о злой ведьме. Все видели в ней лишь новую королеву. После свадьбы в королевстве стало все плохо. Оно приходило в упадок. Колдунья забирала весь урожай у простых людей, и народ стал голодать. Она наслала на королевство засуху и неурожай. Люди кое-как сводили концы с концами. В этом же королевстве жила девушка по имени Анисия. В детстве она очень любила ходить со своей мамой в лес за травами и кореньями. Ее мама знала все лекарственные травы и могла помочь больным людям и животным. Когда девочка была совсем маленькой, ее отец пошел в лес и не вернулся. Люди говорили,
что его задрал медведь. Поэтому они жили вдвоем с мамой. Однажды ее мама сильно заболела. Никакие лекарства не помогали ей, и она умерла. Девочка осталась совсем одна, ей было всего 8 лет. Анисия своими знаниями лечебных трав зарабатывала себе на хлеб. Она так же, как и ее мама, помогала больным людям и лечила животных. За то, что она помогала людям, за ее доброту и открытое сердце, люди давали ей кто миску крупы, кто немного хлеба, кто немного овощей. Так она и жила. И несмотря на все трудности, она выросла и превратилась в красавицу, к тому же очень добрую и жизнерадостную девушку. И вот однажды, когда Анисия несла травы одной больной женщине, у нее произошла одна встреча. По этой же улице ехала открытая карета ведьмы, в которой она сидела. Злодейка приказала слугам остановиться. Когда колдунья увидела белоснежное улыбающееся лицо девушки, то почувствовала, как рвота поступает к горлу, и она подумала: как смеет эта мерзавка быть такой радостной, счастливой и иметь такое смазливое лицо? В этом королевстве только я могу улыбаться и радоваться. И только я здесь самая красивая. С уязвленным самолюбием ворчала она. От собственной злобы и с отвращением к Анисии она произнесла: «Я собью с нее спесь! Я ее просто уничтожу!» Колдунья злилась и извергала из своего рта поганую желчь. От ненависти к тому, что она увидела молодую, красивую и жизнерадостную девушку, настроение у нее испортилось. В ярости она приказала своим слугам возвращаться в замок. Когда ведьма вернулась в королевский замок и карета заехала во двор, слуги помогли королеве спуститься на землю. Навстречу к ней вышел одурманенный король. Увидев расстроенную супругу, он с дурацкой улыбкой произнес: «Моя королева, чем ты расстроена?» Она со злобой ответила: «Пшел вон, болван!» Король не обратил на ее слова никакого внимания. Он снова сказал: «О, моя дорогая, ты даже в гневе прекрасна!» Ничего не ответив ему на этот раз, ведьма быстрым шагом пошла в свои покои. Колдунья рвала и метала от злости. Ее давно уже так не тошнило от того, что кто-то счастлив. Она достала свою книгу, где записывала все рецепты своих колдовских и приворотных зелий, долго листала и, наконец, нашла, даже взвизгнула от радости. После ужина с королем она удалилась в свою потайную комнату и всю ночь колдовала над зельем. Когда оно было готово, ведьма наполнила им горшочек и наутро приказала своим слугам, чтобы узнали, где живет Анисия, и немедленно доложили ей. Когда слуги вернулись и сообщили ведьме о том, где живет девушка, королева одела плащ с капюшоном, который скрывал ее полностью, и отправилась в путь. Ведьма пришла к дому Анисии.
притворилась очень больной, присела на порог и позвала на помощь. Девушка находилась в своем доме. Она услышала мольбу о помощи и поспешила к входной двери. Когда она открыла дверь и вышла на порог, то увидела больную женщину. Анисия спросила ее: «Что с вами случилось? Вам плохо? Где у вас болит?» Та вытянулась во весь рост и произнесла: «У меня все болит, особенно когда я вижу твое лицо и твою омерзительную улыбку. Меня тошнит от того, что кто-то из людей счастлив». Она достала свой горшочек и выплеснула зелье на Анисию, прошептала: «Ты превратишься в заморашку и будешь уродливой. Ты больше не будешь улыбаться. Каждое твое новое платье превратится в лохмотья. Твое лицо всегда будет, как у раба, черным и грязным. Ты станешь безобразна. Тебя перестанут узнавать и возненавидят». После этого ведьма разразилась громким смехом, повернулась и отправилась обратно в замок. Девушка стояла какое-то время, не шевелясь, потом очнулась и почувствовала себя так, словно забыла, зачем вышла на улицу. Она почесала себе затылок, повернулась и вошла обратно в дом. Конец 2 главы. На этом история не заканчивается. Продолжение в следующем ролике. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Мне очень важно ваше мнение. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в следующей главе. Сладких вам снов!